Собаку-мать и ее щенков выбрасывает из движущейся машины, но происходит нечто необъяснимое. Декабрьский ветер завывал в голых ветвях деревьев, растущих вдоль шоссе 27 в сельской местности Массачусетса, неся с собой первые хлопья снега, который, по прогнозам метеорологической службы, должен был стать сильной метелью. Том Хендерсон подъехал на своем видавшем виды пикапе «Форд» ближе к желтой линии, вглядываясь сквозь снежные завесы в темную дорогу впереди. В 63 года его ночное зрение уже не было таким, как раньше, но у него не было выбора, кроме как отправиться в эту ночную поездку. Наконец-то позвонили из городской аптеки и сказали, что рецепт готов, но из-за надвигающейся грозы Том не мог ждать до утра. 20 лет работы учителем английского в старших классах, а затем досрочный выход на пенсию после смерти Сары оставили Тому достаточно времени, чтобы поразмыслить о жестоких поворотах жизни. Пустой фермерский дом, который он унаследовал от родителей, в эти дни больше походил на мавзолей, чем на домашний очаг, наполненный отголосками счастливых времен и призраками того, что могло бы быть. Они с Сарой всегда говорили о том, чтобы обзавестись детьми, но у Рака были другие планы, и он похитил ее всего через 3 года после их свадьбы. Фары приближающейся машины привлекли его внимание, и Том повернул свой грузовик еще правее. Когда машина, темный седан, проезжала мимо него, что-то в ее движении, казалось, было не так. Машину слегка качнуло, и как только она поравнялась с его грузовиком, Том увидел, как что-то большое и темное высунулось из пассажирского окна. Его нога инстинктивно нажала на тормоз, когда он в ужасе увидел, как не одна, а несколько фигур оказались выброшенными на дорогу позади мчащегося автомобиля. Задние фары седана скрылись за поворотом, оставив Тома наедине с тем, чему он только что стал свидетелем. «Боже милостивый!» – прошептал он, резко останавливая свой грузовик. Его руки дрожали, когда он потянулся к выключателю аварийного освещения. Годы преподавания научили его записывать номерные знаки подозрительных автомобилей, и даже сквозь снег он сумел разобрать первые 3 цифры – КР2. Достав из бардачка фонарик, Том вышел на пронизывающий холод. Ветер тут же проник под его шерстяное пальто, но он этого почти не заметил. Луч его фонарика скользнул по асфальту, и его сердце чуть не остановилось, когда он осветил большую собаку с золотистой шерстью, неподвижно лежащую на дороге. Когда он приблизился, собака слабо приподняла голову, и он увидел, что это самка. Ее глаза, полные боли и страха, встретились с его глазами, и что-то в груди Тома дрогнуло. Затем он услышал тихие всхлипы, доносившиеся откуда-то поблизости. Луч его фонарика осветил весь ужас ситуации. 4 маленьких щенков, не старше нескольких недель, разбежались по дороге. «О, бедняжки!» – выдохнул Том срывающимся голосом. Он медленно приблизился к собаке-матери, говоря мягким, успокаивающим тоном. «Все в порядке, девочка. Я здесь, чтобы помочь. Я не причиню тебе вреда». Собака настороженно наблюдала за ним, но не рычала и не пыталась отодвинуться. Подойдя ближе, Том увидел, что она ранена. На ее передней лапе была кровь, и она держала ее под неудобным углом. Несмотря на собственную боль, она то и дело поглядывала на своих щенков и тревожно скулила. Том снял пальто, дрожа от холода, проникавшего под свитер. «Давай сначала займемся твоими малышами», — сказал он ей, пораженный тем, как она, казалось, все поняла, внимательно наблюдая, как он собирает каждого щенка. Они были золотистыми, как и их мать, с небольшими коричневыми пятнышками. Наверное, это была какая-то смесь ретриверов. Каким-то чудом, несмотря на то, что они были напуганы и дрожали, ни один из щенков, казалось, серьезно не пострадал. Он устроил гнездо из своей шерсти на пассажирском сиденье грузовика, аккуратно поместив туда каждого щенка. Собачья мать не сводила глаз со своего малыша, и когда Том вернулся к ней, она предприняла
отважную попытку встать. «Полегче, девочка», — успокаивал он, замечая, как она опирается на правую переднюю лапу. «Позволь мне помочь тебе». Он был удивлен, когда она позволила ему подсунуть под нее руки и осторожно поднять ее. Она была тяжелой, не менее 70 фунтов, но адреналин придал тому сил, необходимых для того, чтобы донести ее до грузовика. Затащить ее в кабину было непросто, но он как-то справился, усадив ее на пассажирское сиденье, откуда она могла видеть своих щенков внизу. Когда Том закрыл дверцу и поспешил к водительскому месту, его мысли уже лихорадочно метались. Ближайший ветеринар скорой помощи находился в Спрингфилде, почти в часе езды отсюда. Путь. С рецептом придется подождать. «Давайте отведем вас всех в безопасное место», — сказал он, прибавляя огонь. Глаза собаки-матери снова встретились с его глазами, и на этот раз в них было что-то другое. Не просто страх и боль, а проблеск доверия. Когда Том выехал на дорогу, снегопад усилился. Он поймал себя на том, что говорит, наполняя тишину нежными словами. «Знаешь, девочка, тебе здорово повезло. Обычно я больше не езжу по этой дороге по ночам. Когда я был учителем, я всегда так делал, но это было много лет назад». Он взглянул на нее, отметив, что она осторожно держит свою поврежденную лапу на месте, внимательно следя за каждым движением своих щенков. «Мы тебя вылечим, не волнуйся». Золотистая шерсть собаки-матери была спутанной и грязной, что наводило на мысль о том, что за ней плохо ухаживали даже до этой ужасной ночи. Он не заметил ошейника, хотя это не обязательно что-то значило. Она могла его потерять, или кто-то мог снять его раньше. Собака-мать издала звук, который был похож на согласие. Несчастный случай. Поездка в Спрингфилд заняла больше времени, чем обычно, из-за ухудшения погоды, но... Том, наконец, заехал на парковку ветеринарной больницы скорой помощи вскоре после полуночи. Яркий свет здания падал на заснеженный тротуар, и Том мог видеть, как внутри сновали несколько сотрудников. «Мы здесь», — сказал он своим пассажирам. «Давайте окажем вам необходимую помощь». Следующие несколько часов прошли в суматохе. Ветеринарная бригада скорой помощи приступила к работе. Как только Том внес собаку-мать в двери, ее щенки последовали за ним в его пальто, теперь их нес лаборант. Доктор Мария Рамирес, ветеринарный врач, работавший в течение ночи, быстро оценила ситуацию. Доктор Рамирес объяснил, что у нее перелом лучевой кости после первичного осмотра и рентгена. Ей потребуется операция, чтобы восстановить ее должным образом. Щенки, на удивление, невредимы, они напуганы и немного обезвожены, но серьезных травм нет. Им около 5 недель, их только начинают отнимать от груди. Должно быть, кто-то когда-то заботился о них, но... Она замолчала, выражение ее лица помрачнело. Том тяжело опустился в одно из кресел в приемной. До него дошли события прошедшей ночи. «С ней все будет в порядке?» Доктор Рамирес кивнула. При хирургическом вмешательстве и надлежащем уходе она должна полностью восстановиться. В остальном она в довольно хорошем состоянии, несмотря на некоторые признаки запущенности. Но скоро нам нужно будет сделать операцию. В состоянии ли вы покрыть все расходы? Если нет, мы можем обратиться в какие-нибудь спасательные организации. «Я заплачу», – перебил его Том. Мысль о том, что этих собак разлучат или отправят в приют, была немыслима. Чего бы это ни стоило, просто помогите ей. Ветеринар улыбнулся. Нам нужно будет дать ей имя для наших записей. Есть какие-нибудь идеи? Том подумал о нежных глазах матери собаки, о ее спокойной силе. «Пегги», — сказал он через мгновение. «Ее зовут Пегги». Пока Пегги была на операции, Том сидел со щенками в маленькой смотровой. Лаборантка показала ему, как кормить их из бутылочки специальной смесью, поскольку в течение нескольких часов у них не будет доступа к матери. Баюкая каждого щенка, кормя их по очереди, он обнаружил, что изучает их индивидуальные особенности. Тот, у которого было белое пятно на груди, самец, был действительно самым предприимчивым,
Он извивался и исследовал все вокруг при каждом удобном случае. Том назвал его Скаутом, самого маленького щенка, самку с идеальным коричневым кругляшком вокруг левого глаза он назвал Дейзи. Еще один самец с золотистой шерсткой, такой светлой, что она казалась почти белой, стал призраком. И последнюю самку, у которой был спокойный, наблюдательный характер, как у ее матери, он назвал Сейдж. Когда наступила ночь, Том позвонил своей соседке Марте Уилсон и попросил ее проведать его дома и забрать рецепт, когда откроется аптека. Марта, медсестра на пенсии, которая знала Тома с тех пор, как он переехал в город вместе с Сарой, выслушала его историю с растущим беспокойством. «Ты делаешь замечательное дело, Том», — сказала она. «Эти бедные создания. Тебе нужно что-нибудь еще? Я могу принести кое-какие припасы, когда ты вернешься домой». Дом. На самом деле Том не думал так далеко вперед, но он понял, что уже принял решение. Эти собаки никуда больше не денутся. Доктор Рамирес пришел сообщить ему об этом около 4 часов утра. По ее словам, операция прошла успешно. Мы установили пластину и винты, чтобы стабилизировать перелом. Пегги боец. Она прекрасно справилась. Нам нужно будет подержать ее здесь как минимум 24 часа для наблюдения. Но вы можете забрать щенков домой, если хотите. Их нужно будет кормить каждые несколько часов. Том покачал головой. Я останусь. Они должны быть рядом со своей матерью, и она должна знать, что они в безопасности. Он посмотрел на спящих щенков, которые теперь были завернуты в теплое одеяло, предоставленное больницей. «Боюсь, теперь ты застрял со мной. Все вы». В течение следующих нескольких недель жизнь Тома полностью изменилась. Фермерский дом, в котором так долго было тихо, наполнился звуками жизни. Пегги и ее щенки заняли прихожую, которую Том с помощью Марты и ее мужа Билла превратил в уютное место для реабилитации. Местный хозяйственный магазин пожертвовал материалы для щенячьих ворот, а жена владельца, Эллен, принесла старые одеяла и полотенца. Она оказалась исключительно нежной и терпеливой собакой, со спокойным достоинством переносившей визиты к ветеринару и физиотерапию. Ее щенки быстро росли, и с каждым днем их характер становился все более отчетливым. Скаут оправдывал свое имя, всегда первым узнавая что-то новое и придумывая, как сбежать из загона для щенков. Дейзи стала экспертом по объятиям, а у призрака появилась привычка бесшумно появляться рядом с людьми, вызывая смешки у посетителей. Сейдж оставался вдумчивым, наблюдал и учился, прежде чем начать действовать. Том обнаружил, что привыкает к новому распорядку дня. Его дни, когда-то пустые и бесформенные, теперь обрели структуру и цель. Утренние лекарства и лечебная физкультура для Пегги, расписание кормления щенков, тренировки и игры заполняли его время. Он начал посещать онлайн-курсы по поведению и дрессировке собак, решив обеспечить своей новой семье наилучший уход. Марта, которая пыталась привлечь Тома к большему общению после смерти Сары, заметила произошедшую в нем перемену. «Ты снова улыбаешься», — сказала она однажды днем, наблюдая, как Том сидит на полу в окружении щенков, а Пегги дремлет рядом. «Ты улыбаешься по-настоящему, а не просто из вежливости». Том удивленно поднял глаза. «Наверное, так и есть», — сказал он, поймав скаута, когда щенок попытался в очередной раз вырваться на свободу. Из-за них невозможно было этого не делать. Когда зима сменилась весной, нога Пегги полностью зажила, хотя она и сохранила легкую хромоту, которую доктор Пегги обнаружила у себя дома. Рамирес сказал, что это может быть навсегда. Щенки выросли долговязыми подростками.
Их обучение шло успешно благодаря хорошему примеру их матери и самоотверженным усилиям Тома. Огороженный задний двор фермерского дома стал их игровой площадкой, и Том обнаружил, что проводит на свежем воздухе больше времени, чем когда-либо за последние годы, наблюдая, как они резвятся и играют. Однажды теплым апрельским утром Том сидел на заднем крыльце своего дома, пил кофе и наблюдал, как Пегги руководит последней игрой своих отпрысков в догонялки. Марта принесла местную газету, и когда он листал ее, ему на глаза попалась статья. Местный приют для животных боролся с перенаселенностью и нуждался в волонтерах. Том долго смотрел на статью, думая о той ночи на шоссе 27, о том, как близко Пегги и ее щенков постигла ужасная участь. Он думал о тех пустых часах, которые он проводил в этом доме, и о том, насколько изменилась его жизнь теперь. В тот же день после обеда он поехал в приют. Менеджер Анджела Торрес слушала его историю со слезами на глазах. «Нам нужно больше таких людей, как вы», — сказала она. «Людей, которые понимают, что каждое животное заслуживает шанса». Том начал работать волонтером 3 дня в неделю, работая с наиболее сложными пациентами приюта, с испуганными детьми, с теми, кто познал жестокость и нуждался в том, чтобы снова научиться доверять. Он обнаружил, что опыт общения с Пегги дал ему особое представление об этих животных, и его терпеливый, мягкий подход начал приносить результаты. В тот вечер, когда Том сидел на крыльце своего дома и оформлял документы для новых жильцов спасения, он размышлял о том, как много изменилось за 1 год. Ее фермерский дом, который когда-то казался слишком большим и пустым, теперь стал сердцем процветающего сообщества. Боль утраты, которая так долго доминировала в его жизни, превратилась в нечто целенаправленное и исцеляющее. Пегги лежала у его ног, вдыхая теплый вечерний воздух. Ее легкая хромота осталась как постоянное напоминание о той ужасной ночи, но это не помешало ей стать самым ценным учителем спасателей. Лицо пожилой женщины просияло, когда она осторожно протянула руку к собаке. Работа. Через несколько мгновений Пегги подвела ее к одному из стульев на веранде и села рядом с ней так, словно знала ее много лет. «Я думаю», — сказал Том, улыбаясь при виде этой сцены, «наш руководитель по связям с волонтерами уже нанял вас». Когда солнце село за фермерский дом, отбрасывая длинные тени на территорию спасательного центра, Том услышал звуки, издаваемые его многочисленной семьей, устраивающейся на ночлег, мягкое похлопывание лап, редкий лай или поскуливание, тихое бормотание волонтеров, заканчивающих свои вечерние дела. Вдалеке скаут совершал последний обход с младшими собаками, в то время как его братья и сестры направляли своих подопечных в их спальные зоны. В тот вечер, когда Том готовился ко сну, он поймал себя на том, что смотрит на фотографию Сары, которая стояла на его прикроватном столике. «Ты бы полюбил их всех», — мягко сказал он. «Особенно Пегги. Она принадлежит твоему сердцу и всегда заботится о других». Пегги, которая поднялась вслед за ним по лестнице, положила голову ему на колено. Ее глаза были полны понимания. Ее щенки, уже подросшие, но по-прежнему ставшие неотъемлемой частью семьи, заняли свои обычные спальные места в комнате. Скаут у окна, Дейзи в изножье кровати, призрак у двери, а Сейдж рядом с матерью. Когда Том засыпал в окружении семьи, которую он никогда не ожидал иметь, он думал о том, что самые мрачные моменты в жизни иногда приводят к самому светлому будущему. То, что начиналось как ужасный акт жестокости, превратилось в нечто прекрасное, в место исцеления, надежды и второго шанса не только для животных, которых они спасли, но и для людей, которые нашли туда дорогу.